густых лесах восточного Конго, где широкие мутные реки медленно текут среди бесконечной зелени, местные жители давно знали одно тихое место, которое называли спокойной рекой. Она не бурлила и не шумела, а лишь неторопливо несла свои воды через влажные джунгли. Но вместе с красотой эти места скрывали и опасность. В лесу уже много лет жила самка леопарда по имени Сура. Осторожная, сильная и одинокая хищница с шрамом на плече после старой схватки. Ученые, наблюдавшие за животными, давно знали Суру. Она никогда не нападала на горилл, которые жили рядом с селом, ее территорией. Леопарды редко вступают в драки, которые не могут выиграть, а взрослый самец гориллы представлял слишком большую угрозу. Поэтому долгие годы Сура и стая горилл просто существовали рядом, избегая конфликтов. Группу горилл возглавлял огромный серебристоспинный самец по имени Тамба. Он был спокойным и сильным лидером, за которым следовали 15 членов семьи. Среди них была самка Зари и ее маленький сын Кито. Детенышу было всего 8 месяцев. Он отличался невероятным любопытством, постоянно играл, трогал листья, плескался в лужах и смешно фыркал, чем вызывал улыбки даже у исследователей. Однажды утром стая спустилась к реке на водопой. Все было спокойно. Взрослые медленно пили воду, молодые гориллы играли возле берега, а матери внимательно следили за малышами. Кито сидел рядом с матерью и весело бил лапками по воде, пока не заметил ярко-синюю стрекозу. Насекомое кружило над рекой, сверкая в солнечном свете. Малыш потянулся за стрекозой. Она отлетела дальше, и Кито пополз следом. Зари заметила это, но не испугалась. Вода возле берега всегда была мелкой. Однако в тот день густой утренний туман скрывал опасность. Под водой находился резкий обрыв в глубокий участок реки. В следующую секунду земля ушла у Кито из-под ног. Он молча исчез под мутной водой. Зари тут же бросилась вперед с отчаянным криком. Она ворвалась в реку, поднимая волны, но гориллы не умеют плавать. Их тяжелые тела быстро тянут ко дну. Самка барахталась в воде, пытаясь найти сына, а ее паника становилась все сильнее. На берегу грозно заревел Тамба, но даже он не решался войти глубже. Слишком велик был риск утонуть самому. В этот момент Сура находилась неподалеку. Леопард лежала на ветке дерева над рекой и наблюдала за происходящим. Она видела, как малыш исчез под водой, слышала крики матери и рев серебристоспинного самца. Сначала Сура просто смотрела. Хищники не вмешиваются в дела других животных. Но у нее когда-то тоже был детеныш, которого она потеряла из-за болезни. И, возможно, именно это заставило ее сделать то, чего никто не ожидал. Леопард стремительно спрыгнула с ветки и бесшумно вошла в реку. Ее тело легко рассекало воду. Все гориллы на берегу замерли. Инстинкты подсказывали им одно – перед ними опасный хищник. Но Сура плыла не для охоты. Она добралась до места, где исчез Кито, и нырнула. Несколько долгих секунд над водой не было видно ничего. Исследователи, наблюдавшие за происходящим через камеры, перестали дышать от напряжения. И вдруг Сура вынырнула. В зубах она осторожно держала маленького Кито за шкуру на шее. Так кошки переносят своих детенышей. Малыш был без сознания. Леопард подплыла к берегу, аккуратно вынесла его на мягкий мох и неожиданно начала вылизывать. Она делала именно то, что матери-кошки делают со своими новорожденными детенышами, помогая им дышать. Прошло почти полминуты. Все молча наблюдали за невозможной сценой. Хищник пытался спасти малыша гориллы. И вдруг Кито закашлялся. Из его рта вытекла вода, грудь резко поднялась, и он сделал первый вдох. Он был жив. Сура медленно отошла назад и спокойно села в стороне. Зари выбралась из воды, подползла к сыну и крепко прижала его к груди. Она тихо плакала от облегчения. Тогда к леопарду подошел Тамба. Ученые были уверены, сейчас он нападет. Огромный серебристоспинный самец медленно приблизился к Суре почти вплотную. Но вместо атаки он просто остановился и опустил голову. Это был странный жест, словно молчалое признание и благодарность. Сура спокойно посмотрела на него, затем развернулась и медленно ушла обратно в лес.
После этого случая отношение горилл к леопарду изменилось навсегда. Они больше не проявляли к ней агрессии. А спустя несколько месяцев исследователи заметили Суру уже с новым детенышем. И однажды она спокойно прошла вдоль реки рядом со стаей горилл, не опасаясь за своего малыша. Словно между ними появилась невидимая связь, которую невозможно объяснить обычными законами дикой природы.